Всем привет! В Харькове больше 2500 улиц, бульваров, переулков и проспектов. Большинство объектов носят названия писателей, художников, ученых, актеров, общественных деятелей. Однако можно встретить и весьма неожиданные названия. К примеру, даже после декоммунизации у нас можно забрести в патриотический въезд и прогуляться по спуску революции 1905 года. Вашему вниманию топ-10 харьковских улиц с оригинальным названием. Жасминовый бульвар. В процессе декоммунизации на новых домах появился Жасминовый бульвар. Известно, что до застройки района здесь располагались сады с плодовыми деревьями, некоторым из которых повезло дорасти до наших дней. В 1967 году улицу назвали Садовой в память об участках селекционной станции. Позже здесь увековечили революционера и участника гражданской войны, которого расстреляли в 1919 году, Петра Слинько. Когда название очередной раз сменили, коммунальщики даже высадили со стороны проспекта Петра Григоренко молоденькие кустики жасмина. Однако они не прижились, и память о вечно зеленом кустарнике осталась лишь в названии топонима. Интересно, что на улице Петра Слинько провел детство и молодость мэр Геннадий Кернес, который жил в доме номер 5. В одном из интервью бывший градоначальник признался, что ребенком любил наблюдать за работой почты, которая до сих пор находится в этом доме. Улица 11 июля. Возле Щербачевского бора, который находится около Основянского озера, расположена крохотная улица с названием 11 июля. Наверное, многие краеведы сразу не скажут, в честь какого события ее так назвали. По легенде, на этой улице больше века назад жили солдаты, которые участвовали в войне за независимость Монголии. Именно 11 июля 1921 года Монголия стала независимым от Китая государством. Улица и переулок Каханья. В Немышлянском районе города Харькова находится улица Каханья. Ее протяженность составляет около 200 метров. Улица проходит через частный сектор и пересекается с одноименным переулком. Улица Каханья давно не видела ремонта, и вряд ли здесь вечером можно встретить свою любовь. Интересно, что на всех картах города название пишется по-украински. По легенде, ее так назвал один помещик еще в 19 веке, потому что здесь жила его возлюбленная. Хотя скорее это всего лишь легенда, а свое название улица получила в начале 1960-х годов, когда Немышлю стали активно заселять. А на Залютина спрятался изумрудный переулок протяженностью 300 метров. Давайте посмотрим на него при помощи Google карты. Интересно, что изумрудный переулок по сути находится в Залютинском лесу. Его начали обустраивать после Второй мировой войны. Сейчас здесь можно встретить в основном одноэтажные жилые дома. Улица 8 марта. Улицу в честь весеннего праздника основали в середине 1930-х годов. Тогда в СССР было модно называть топонимы в честь Международного женского дня. В Харькове улица 8 марта находится недалеко от станции метро Центральный рынок и Южный вокзал. Здесь можно увидеть старенькие кирпичные дома, возведенные еще до революции, которые соседствуют с многоэтажными новостройками. Кстати, каждый год харьковские журналисты обязательно посещают улицу 8 марта, чтобы подготовить статью или сюжет к Международному женскому дню. Улица Урожайная. На Новой Баварии находится улица с красивым названием Урожайная. Здесь расположены в основном жилые частные дома. Протяженность Урожайной улицы всего 600 метров. Она утопает в зелени и тишине, но дорога здесь никогда не видела асфальта.
Переулок Банный. Данный переулок появился на карте города в 1830-е годы. Изначально он назывался Конным. Возле него проходил маршрут конки. Это такой вид общественного транспорта, в котором вагон тянули лошади, ведущий на Москалевку. Во времена существования Российской империи здесь находились бани. Многие строения на Конном пострадали во время Второй мировой войны. До 1960-х здесь еще работала городская баня номер 1. Когда-то почти весь центр города принимал водные процедуры в банном переулке. Сейчас же здесь находится единственный объект – жилой комплекс «Дом на набережной». В Холодногорском районе расположена улица с интересным названием «Новый быт». Сначала ее называли Подорожной, но в 1936 году переименовали. По легенде, здесь собирались построить дома коммуны, в которых жили бы строители счастливого будущего. Квартиры планировали строить без кухонь, поскольку кормить их хотели в общественных столовых или на фабриках-кухнях. Вещи они должны были стирать в общих прачечных, а купались бы в банях. В результате жильцы могли посвятить больше времени самообразованию и отдыху. Кстати, на канале есть очень интересное видео про район Лысая гора в Харькове. Посмотреть его вы сможете, если перейдете по ссылке в описании к видео, которое сейчас вы смотрите. На Новожаново есть улица с оригинальным названием Безымянная, длиной 400 метров. Здесь расположен только частный сектор. Это все, что можно сказать об этой улице. Вот только непонятно, почему в названии не увековечили кого-то из известных харьковчан. Это остается загадкой и по сей день. Улица Лысая. Возле станции метро Холодная гора можно отыскать улицу Лысую. Этот топоним получил название от Лысой горы, на которой в 1820 году рос шикарный лес. Позже его решила срубить местная помещица, чтобы обжигать кирпичи для строительства. После этого возвышенность окрестили Лысой горой. Интересно, что из-за вырубки леса подгорные села постоянно затапливало во время дождей и во время весеннего половодья. Друзья, я благодарю вас за просмотр. С вами был Алекс Моторный. До новых встреч на канале.